Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся с вами в Волновахе, Донецкой Народной Республики, и будем двигаться с вами по трассе Мариуполь-Донецк в столицу ДНР, город-герой Донецк, как написано на стеле при въезде в Донецк. Ну а пока вот проезжаем мы с вами в Волноваху, посмотрим еще раз улица Ленина, центральная улица этого районного населенного пункта. Ну и, собственно говоря, посмотрите, вот с левой стороны была раньше автостанция, сейчас там, ой, извиняюсь, тут еще нет, не автостанция, да, автостанция дальше. Ну, извиняйте, мы не местные, как говорится. Здесь рынок, по-моему, был вот с левой стороны. Проехали, и вот улица Ленина, это точно. Двигаемся на выезд на трассу Мариуполь-Донецк. Из Волновахи до Донецка приблизительно около 60 с небольшим километров. Ну и посмотрим вторую часть трассы Мариуполь-Донецк, общая протяженность которой 110 километров. Первую часть мы с вами уже посмотрели, от Мариуполя до Волновахи. Ссылочку я в конце этого ролика оставлю. Кто не видел, обязательно посмотрите. И также там оставлю ссылочку на дорогу от границы Ростовской области до Мариуполя. Тоже будет интересно посмотреть трассу А-280, как она выглядит. Ну вот, вроде вот сейчас с левой стороны раньше было здание автостанции, но оно было разрушено, и сейчас там вот временные вагончики располагаются, весь строительный мусор вывезли, и асфальт, самое главное, везде асфальт укатали. Ну и на выезде из Волновахи стоит вот с правой стороны заправка. Там я несколько раз заправлялся. Бензин вроде неплохой, ну 95-й у меня. Точно не помню, вот сейчас будет Стелла, посмотрите, сколько стоить будет бензин. Ну, около 67 рублей. Так же, как и в Крыму, вот на Атане 67,05 стоит бензин. Также и вот в Донецкой Народной Республики тоже приблизительно 66-50. Вот, ну, моргает, там не очень видно. На стоп-паузу, стоп-кадр нажать, и можно будет, наверное, рассмотреть. Виден перечеркнутый красной чертой знак Волноваха. Это говорит о том, что населенный пункт закончился. Проезжаем по путепроводу над трассой Мариуполь-Донецк и выезжаем на эту трассу в сторону Донецка. Ну и 60 километров пути пролетят быстро. Небо такое вот затянутое облаками, и потихонечку всю дорогу где-то моросил дождь, где-то переставал, и мы двигаемся с вами в сторону Донецка. Здесь, как мы видим, вот на разделительной полосе, которая разделяет два направления, вот было освещение. Ну, на развязке, понятно, всегда есть освещение на всех развязках. И мы двигаемся с вами в Донецк. По дороге у нас два крупных населенных пункта, ну, относительно крупных, Новотроицкая и Еленовка. Это вот на этом участке дороги до Донецка. Дорога великолепная, посмотрите, видите, да, разметка свеженькая, машин мало, но так как ехал я вот утром рано, поэтому, может быть, поэтому и мало машин на дороге. И видим все в одном уровне, как мы уже с вами отметили. Здесь пешеходные переходы и все вот эти вот развязки, все в одном уровне. Поэтому трасса ограничена скоростью 90 километров. Вы не подумайте, что я с такой скоростью еду. Это я просто, когда видео монтировал, увеличил немножко скорость, чтобы видео было не сильно затянутым. А так едем 90 плюс 20, можно ехать 110 километров. Пока на этой трассе ни одной камеры на скорость нет, но, как я всегда говорю, особо расслабляться не нужно, потому что вот проезжаем Новотроицк сейчас. Особо расслабляться не нужно, уже проехали, вернее, что со временем, я думаю, довольно-таки коротким интервалом времени камеры везде будут установлены. Ну, а так, собственно говоря, вот и слева, и справа все зелено, донецкие степи. Как в предыдущем ролике отметил один мой подписчик,
то дорога шикарная, слева и справа никого нет, просто скучно ехать по такой дороге, но зато безопасно. Вот мы двигаемся с вами. Мне многие пишут, почему ты едешь в левом ряду. Ну, потому что я еду гораздо быстрее, чем вот грузовые автомобили. И каждый раз влево-вправо съезжать, ну, в принципе, хотя иногда я это делал. Так что вот, да и левый ряд, он чуть-чуть получше. Я никому не мешаю, за мной никто меня не подпирает. Поэтому, а то мне пишут, тут вот едешь в левом ряду, проявляешь неуважение к другим участникам движения. Ну вот видите, участников движения тут не очень много, поэтому вот решил я проехать по левому ряду. Ну и обгонять, конечно, удобно. Так что не критикуйте меня. Вот я в правый ряд свернул сейчас. Едем в правом ряду. Здесь вот видите, все зелено, температура воздуха где-то 22-23 градуса, облачно, ну и, как я уже сказал, вот с небольшими перерывами такой мелкий дождичек то шел, то переставал. Ну а мы едем с вами в Донецк посмотреть, как он выглядит. Очень и очень давно я там не был. И вот все-таки мне интересно тоже, как в Донецке. Ну, Мариуполь и Волноваху мы с вами уже посмотрели. Мариуполь вообще отстраивается такими стахановскими темпами. Волноваха чуть помедленнее, но тоже, в принципе, уже вот ни одной развалины, там ни одного разваленного дома я не увидел. Мелкие такие есть в частном секторе. Ну, а вот такие многоэтажки, там пятиэтажки, этих вот таких домов я уже разрушенных не увидел. Так что восстановление идет полным ходом, но в Донецке столица должна соответствовать. Я еще ее помню, как называли еще в советские времена, там город рос, очень много было этих цветов, великолепных, прекрасных цветов, но надеюсь, что возрождение будет с усиленным таким, с усиленной энергией, и цветов будет не миллион, а несколько миллионов. Будут называть многомиллионный город рос, город Донецк, город миллионник. И в советские времена был он миллионником. Ну, не сразу, конечно, но вот при Украине он уже был миллионником, там было больше 1 100 000 или 1 200 000 населения. Великолепный. Я был там, помню, на Евро 2012, когда проводился чемпионат Европы по футболу на Донбасс-арене. Великолепный праздник был. Все матчи, которые проходили на Донбасс-арене, я посетил. И вот помню, как ливень, сильнейший ливень был, и перенесли матч. Вот не помню, какие-то французы, по-моему, играли. Напишите в комментарии, минут на 40 или где-то на час матч сдвинули, потому что просто как из ведра, как из 10 ведер, сильнейший ливень. Но к чести, дренажная система Донбасс-арены справилась великолепно. После того, как дождь закончился, немножко еще выждали, и футбол был отличный. Такая праздничная атмосфера была. Помню, как мы с испанцами, испанцы тоже играли, как мне на щеках они рисовали флаги, испанские, украинские, как мы с ними водку пили там до матча. Так что вот сборная России как раз по жеребьевке выпала, она играла свои матчи в Польше, так что вот не довелось. Чемпионат Европы был совместный, Польша и Украина, и вот жеребьевка отправила сборную России в Польшу играть. Но выступила она не очень, я помню, удачно, поэтому и не запомнилось мне так вот особо какие-то матчи. Ну вот, а в Донецке великолепный стадион. Я был, кстати, и на открытии стадиона, когда его только построили и открыли. Там и Юрий Шатунов пел, я помню, много артистов было. И просто шикарно было. Но что-то я вот вспоминаю все это. Мячик, вот когда перед стадионом мяч такой огромный, там около 20 тонн, он, по-моему, весил, и снизу вода, его поддавливало, и он крутился, держась вот на
на струях воды, там, ну, футбольный мяч. Все в цветах было там, и какие-то японские сады были. И вот хочется все это посмотреть, но сейчас времени нет, когда-нибудь, может быть, попозже, конечно, я вернусь к этому и обязательно посмотрю. Так что на многих матчах Донецкого «Шахтера» я был на футболе. И когда и с «Динамо» Киевом они играли, уже в чемпионате Украины я ездил, смотрел. Интересные матчи были. И на старом стадионе, так что вот такие воспоминания про футбол, конечно, присутствуют. У меня где-то даже еще ленточки Донецкого «Шахтера» сохранились. Но тема нашего ролика сегодня не та. Вот смотрите, дорожка такая, шикарная дорога, конечно, отремонтировали ее. Ну, не знаю, вот напишите, кто знает, полностью асфальтобетон укладывали по-новому после 2014 года, или вот после, уже вот после 22 года, скорее всего, уложили по всей длине 110 километров, или так вот фрагментами сделали. Ну вот если судить, видно, что асфальт разный, где-то если хороший был, наверное, его не трогали, но, возможно, я ошибаюсь. Барьерного ограждения вот на разделительной, который разделяет направление движения, точно не было по всей длине, а сейчас вот оно стоит практически по всей длине дороги. Ну и потихонечку мы приближаемся с вами к городу Донецку, столице ДНР. Вот, по-моему, это мы сейчас в Еленовку проезжаем. Это последний населенный пункт на дороге, такой достаточно крупный, перед Донецком. Да, вот с левой стороны церковь. Это вот Донецк. Снижаем тут скорость. Еще раз говорю, я ехал достаточно медленно, не нарушая правил. И просто я ускорил немного. Ну и вот двигаемся мы с вами дальше. До Донецка вот от Еленовки, по-моему, совсем немного. Там километров 20, наверное. Ну и как будем подъезжать к Донецку, мы с вами обязательно продолжим наш разговор.
Ну вот мы подъезжаем с вами к Донецку. Оценили трассу вот без моего комментария. Ну и, собственно, вот Донецк. Сейчас будет с левой стороны знаменитая стела. Вот она, я ее увеличил. Донецк, город-герой. И тут на подъезде к Донецку пошел дождь. Ну, как говорят, дождь дорогу, это к удаче. И мы с вами заезжаем в Донецк. Конечно, стела вынесена довольно-таки далеко от города. Здесь вот еще ехать и ехать, но уже появляются вот путепроводы, объездные дороги Донецка, окружные. И мы с вами вот заезжаем. Небольшой ветерок, как вы видите, по деревьям. Сейчас заезжаем в Донецк. Улицы, по которым я буду ехать, я не буду комментировать. В принципе, половину улиц я не знаю. Ехал так по навигатору. Ну, местные наверняка будут подсказывать и смотреть и узнавать свои любимые места. А другие, кто не местные, просто посмотрите. Столица ДНР, город Донецк, как он выглядит. Если там вот разруха или город цветет. Ну, честно скажу, когда я вот подъезжал к Донецку, то ожидания у меня были намного больше, чем то, что я увидел. Конечно, вот я сравниваю, какой был Донецк и сейчас, но, возможно, это временное такое явление, но что-то не очень меня впечатлило. Дороги, вот особенно центральные, отличные. Мы с вами даже свернем во дворы, проедем во дворах немножко, посмотрим, как все это выглядит. Ну, а так такой вот на меня гнетущее такое впечатление небольшое. Но что делать, такие вот времена. Но надеюсь, что это скоро исправится. И вот мы видим обычного дела вот эти плакаты, рекламные щиты на въезде с Мариупольской трассы. Многие еще ее называют Ждановской трассой. Еще по старинке не перестроились, да, когда Мариуполь назывался Ждановым. Город Жданов. Я сказал, что его обратно в Мариуполь переименовали в 90-х годах, но знающие люди меня поправили, сказали, что это произошло в 1989 году. Все-таки переименовали Мариуполь еще при Советском Союзе. Как известно, Советский Союз развалился официально, если брать, там 25 декабря 90-го года, по-моему, да, или 91-го, наверное. Или его развалили. Когда я так сказал, развалился, мне тоже один написал: приведите в голову в порядок, если возможно. Потому что он не развалился, а его развалили. Типа, вот, ну, исправился. Так, ну а мы тем временем с вами едем по Донецку. Обратите внимание, машин пока немного на въезде, хотя вот ближе туда к центру уже, конечно, машин будет гораздо больше. С правой стороны мы видим общественный транспорт, автобус. Очень много людей на остановках. Вот мы его обгоним, то это будет видно. Ну и в автобусе сейчас вот пока людей еще не очень много. Мы несколько автобусов обгоним с вами сейчас и посмотрим. Пишите, кто местные, как с общественным транспортом, хорошо ли ходят автобусы. Здесь есть и трамваи в Донецке, так же, как и в Мариуполе. Правда, в Мариуполе я не увидел ни одного трамвая, а здесь вот повезет увидеть трамвай общественного транспорта работает. Видите, дворники работают на полную катушку, потому что здесь уже такое приличное. Вот смотрите, на остановках людей достаточно много. Ну, еще раз повторю, утро, возможно, невозможно, люди многие едут на работу. Ну, а всегда, вот в центр, всегда много народу. Я здесь тоже вот на светофорах стоял, чтобы времени не тратить. Эти стоянки, вот еще один, видите, автобус. Я это, конечно, вырезал, чтобы не затягивать, что если я стою на светофоре там минуту-полторы, что там интересного. Ну, а так, слева и справа, видимо, вдоль трассы вот тополя пирамидальные. Ну и оцениваем дорогу. А дорога здесь более-менее нормальная, но, конечно, не высший класс, сорт, но для
города нормально пойдет ехать, более-менее хорошо. Ну, трасса, я скажу, трасса, на трассе дорога получше будет. Ну и вот мы подъезжаем справа, по-моему, перинатальный центр. Если я правильно прочитал, если нет, то это уже вот построено здание, но новое строительство, и по последним, по последним оценкам, вот на современном уровне построено оборудование современное там. Ну и двигаемся дальше мы по Донецку. Я даже не знаю, что вот здесь, пока вот заезжаем, конечно, с Мариупольской трассы, такой вот большой заезд, казалось бы, уже город идет, но и ни слева, ни справа таких вот жилых массивов пока не наблюдается. Представляете, какое поле деятельности для вот строителей, сколько места свободного застраивать. Но в Москве тут каждый пятачок застроен уже, и тыкают там 25-этажки. Ну, а здесь вот еще работай не хочу, сколько возможностей будет для строительной отрасли построить многоэтажные дома. Ну, я думаю, что это не за горами все будет. Еще натыкают и здесь всех этих домов. Ну, двигаемся вот трамвайные пути, ой, я привык говорить путя, разделяют вот движение автотранспорта. Ну, и очень много, кстати, очень много светофоров здесь, через каждые там 100 метров. И постоянно вот попадешь в струю, если под красный свет. Вот так и тыкаешься. Бым-бым-бым-бым. Ну и где-то здесь должно быть кольцо, торговый центр находится. Здесь вот видите, все плиткой уложено. Это еще
до 2014 года. Здесь, я помню, проезжали постоянные пробки, когда вот мастили плиткой дорогу. Ну вот сохранилась она здесь, такой кусок, достаточно протяженный, уложенный плиткой. Ну и вот потихонечку едем и подъезжаем вот к этому кольцу, как она там, этот торговый центр назывался, Золотое кольцо, по-моему, если мне память не изменяет. И мы поворачиваем налево сейчас, поедем туда, в ту сторону. Здесь вот движение по полосам, мы с вами в левом ряду, и по сигналу светофора, по стрелке мы поворачиваем налево. Пересекаем трамвайные пути здесь тоже. Ну вот здесь трамвай ходит, пока еще не видел, но где-то я вот помню, проезжали, когда видел все-таки. Вот, сворачиваем налево. Дорога здесь шикарная. Вот в центр, ближе к центру уже дорога хорошая. Видно, в некоторых местах даже новый асфальт уложен. Ну, и даже еще где-то разметки нет. Здесь вот и налево, и направо такое вот движение. С первого раза глаз да глаз. Вот кто не знаком, тут и налево поворачивают, и прямо едут, и справа там подъезжают. Так что вот именно вот здесь, на этом вот кольце, нужно быть осторожным. Ну, это вот рудимент. Посмотрите еще над дорогами плакаты вот эти, рекламные щиты. Вот я думаю, скоро их все тоже демонтируют, пока они есть. Вот эти растяжки рекламные. Это Москва 90-х годов тоже. Сейчас вот таких вот рекламных плакатов над дорогами не найдешь уже ни в Москве, ни в других городах, ни в Краснодаре. Все это уже поубирали. Но вот в Донецке пока еще осталось. Отвлекают от движения. Я думаю, что это все в скором времени в Донецке демонтируют. И правильно. На дороге должны быть только дорожные знаки, а не вот эти вот все там непонятные рекламные агентства и прочие товары, которые тут рекламируют. Ну, собственно, вот смотрите, вот посмотрите, они через каждые 100 метров эти щиты. Какие-то непонятные люди на них висят, там депутаты какие-то рекламируются. И мы с вами, вот смотрите, здание, это исторический центр Донецка. Юзовка, Сталина, все это вот раньше так назывался Донецк, промышленный. Это, по-моему, улица Университетская, да, если мне память не изменяет. Одна из центральных улиц, самая центральная, это улица Артема. Очень мне нравился бульвар Пушкина, там много кафешек было, там можно посидеть было. И вот улица Университетская, по-моему, еще улица Щерца. Здесь, если мне память не изменяет. Ну, посмотрите, сколько дождь воды налил, аж пенится. Такая вот уютненькая улица с односторонним движением. Слева вот мы видим только для городского транспорта разрешено, вот буква А, автобусы, полоса для общественного транспорта. Ну и мы сворачиваем с вами с Университетской и поедем уже вот по менее знакомым улицам. Тоже хочется посмотреть не на центральную улицу, а непонятное дело все
хорошо и вовремя заасфальтированы, часто меняют покрытие, а вот проехать где-нибудь в стороне от опять, смотрите, вроде и улица не центровая, а все равно уже вот эти рекламные щиты. Так, у нас зеленый, поворачиваем направо. Я хотел было прямо проехать, но... А вот здесь еще можно прямо проехать. Следующий перекресток, там будет кирпич. Здесь прямо проедем, да. Ну, я смотрел на навигатор, там вот в машине, я говорил уже, у меня навигатор есть, именно в машине встроен. И там название улиц я читал. Вот, я хотел здесь прямо проехать, но там кирпич. Движение одностороннее, только с той стороны. Ну, пришлось повернуть направо, что тоже неплохо. И сейчас я вот такая уже улица, как говорят, незнаковая. И сейчас мы с вами куда-нибудь во двор завернем, посмотрим. Здесь уже, хочу я вам сказать, асфальтик уже похуже будет. Более-менее нормальный, но уже не такой, как вот на центральных улицах. Вы видите все сами. Видите, я еду потихонечку, рассматриваю, вот меня все обгоняют, но ничего, нормально, пусть едут. Вот, свернем во дворы. И что же мы там видим? Там уже, конечно, дорога, как говорят, не айс. Ну, в принципе, ехать можно, конечно. Машин, я вот обратил внимание, тоже припарковано достаточно много во дворах. Хотя место еще есть. С парковкой, я думаю, проблем нету. Вот в таких вот двориках. В центре, конечно же, там, ну, раньше, сейчас я опять же, сейчас не знаю, как раньше, конечно, в центре припарковаться была проблема. Помню, всегда в центре мы меняли рубли на гривны, доллары на гривны. И вот там менялка была с хорошим курсом в центре. И всегда вот проблема была припарковаться. Но как-то умудрялись парковаться. Вот посмотрите, вдоль дома едем. Вот Донецк не только с открыточных видов, но и вот спальные районы, как модно говорить. Видите, гаражи здесь, все вместе. Прям выходишь из гаража, машину выгоняешь и поехали. Вот металлические гаражи, такие некапитальные конструкции. Поднял, увез его в другое место поставил. Ну вот, теперь имеете небольшое представление, как да что. Ну и вот сделали мы небольшой перерыв и оказались с вами возле торгового центра «Молоко». Это рядом с цирком находится. Раньше он назывался Амстор. Вон он цирк. Я помню, здесь шикарная столовая была. Мы всегда здесь останавливались, заходили, обедали. Тут мне всегда нравились блинчики с творогом и блинчики с мясом. Я всегда брал вот именно вот в этом вот здании. Сейчас этого там нет. Зашел, посмотрел ради интереса. Ну и вот двигаемся дальше. Опять выезжаем на трассу и едем в сторону Мариуполя. Такой вот кружок я сделал для, как говорится, воспоминаний. И посмотрел на Донецк. Но ожидания, конечно, у меня были более лучшие, чем то, что я увидел на самом деле. Но, надеюсь, это временно, и Донецк зацветет новыми красками, где будет миллион роз, как было в советские времена, и все будет восстановлено. Ну а мы двигаемся с вами на выезд из Донецка. . 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
Ну вот, уже выезжая из Донецка, дорогие друзья, я вот увидел трамвай. Трамвай, конечно, был битком. Народу в нем было очень много. Но отрадно, что трамвайное движение существует. Правда, почему-то только вот один вагон. Раньше по два ходили. Пользуется транспорт спросом. Ну, можно было бы еще один подцепить, конечно. Ну, а так, в общем и целом, вы все сами видели. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу увиденного. Ну, а местные строго не судите, если какую-то улицу я назвал неправильно. В принципе, я их улиц-то и не называл никаких. Вот одну университетскую только назвал. Я думаю, правильно ее назвал. Ну, а так можете вот в комментариях прокомментировать, где какая улица. А вот еще один, видите? И тоже он вот один вагон. Раньше, я помню, по два ходило. Но, возможно, скоро прицепят и второй. Так, пересекаем мы трамвайные пути и двигаемся дальше. Но на этом я буду заканчивать, дорогие друзья, свой вот такой обзор города Донецка, миллионного города. И буду заканчивать и буду с вами прощаться. До новых встреч в новых роликах. Не забудьте поставить жирный лайк этому видео. Я думаю, я заслужил вот такое ненастье. И напишите комментарий свой. Ну, а кто не подписан, подписывайтесь. Будет много еще чего интересного. А вы досмотрите вот до конца. Осталось немножко. Выезд из города Донецка. Всего вам хорошего и до новых встреч.